Всем привет! Сегодня у нас второй день четвертого сезона, и сегодня первый день, когда можно будет бить воронку времени не в демо-режиме, а на получение наград. У меня пока что получилось набить почти 170 миллионов. Сейчас мы рассмотрим команды, которые пока что у нас идут в первой тройке. Свою я потом разберу подробнее. Тут у нас, в принципе, сейчас везде будут команды именно со Стайон и Пелоси в качестве саппортов. И, соответственно, через Ледяной взрыв у нас получается 117 миллионов вторая белка, шмотки фиолетовые, но, в принципе, шанс крита неплохой. Идем смотреть дальше, что там вообще. Вот детокс еще. У него третья белка. Посмотрим, как одета. Что он там понапихал. Так, понятно. Что за перчаточка? Перчаточка на крит урончик. Тоже неплохо. И перейдем уже именно к моей команде. Начнем с того, как распределяется туман. Ничего не менялось вообще, в принципе, с третьего сезона. Вот я как его так настроил, у меня он так и стоит и на ледяном взрыве, и на разъедании. Ничего не меняется. Все вот так. Расстановочка у меня вот такая. Белка получается у меня спереди. По центру стоит Филосия. Это и не принципиально, где она стоит. Мы-то не сопротивление раздаем. Главное, чтобы квадратик сохранялся, чтобы она боевым попадала на всех. И рассмотрим уже экипировку, какая у нас тут стоит. Что я смог вообще насобирать. Тут, в принципе, все из говна и палок, так сказать. Полноценного сета никакого нету. Надеюсь, завтра как-нибудь ситуацию подисправим. Суть пока что еще в другом, не в самих шмотках, потому что тут уже кому как повезло, да. Таланты пока что беру вот такие, просто ветку среднюю. Далее, более интересный момент, это тоже идет эстайон. Пробовал ее с рогом, а не с рогами. Вот с рогом хуже получилось и в плане выживаемости, и в плане урона вообще в целом. Вот поэтому поставил рога, потому что баф на увеличение лечения нам тут больше помогает, нежели вот этот баф на урон. Далее, что у нас тут? По талантам взял. Это не принципиально тоже. Она у нас не дамагер, но тем не менее. На усиление урона под усилениями. И важно прокачать вот этот талант. При наложении усиления мы, получается, заливаем готовность абсолютного навыка. Тоже очень важный талант, тем более раз в 10 секунд. Усиление мы накладываем с боевого. Сопротивление крит урону. Плюс также с боевого заливаем тоже 5%. Итого, получается, с каждым боевым мы будем заливать с этим талантом по 10% ультимейта. Соответственно, мы в цикл 18 секунд здесь с данным талантом вполне залетаем. Также по поводу цикла 18 секунд, да, если мы где-то там смогли либо броню, либо перчатку из сета кукольника достать, то желательно на гарпии все-таки постараться и найти недостающую вещь. Допустим, у меня была перчатка, и уже с гарпией я сегодня нафармил 2 недостающие вещи. Если у вас не было ни брони, ни перчатки, не получилось каким-либо способом получить, то, конечно, печально. Тогда какие-то тайминги на откаты смысла делать нету, потому что мы просто будем постоянно съезжать, потому что цикл босса 18 секунд, а у нас без кукольника будет 20. Поэтому какие-либо тайминги, кроме просто стартовых, смысла иметь вообще не будут. Далее, что у нас? Важный момент. Давайте сразу тайминги покажу, какие я выставил. В принципе, тоже ничего особо не менялось, что касаемо именно ледяных, да. Также у меня Филосия на 17,5. Единственное, что Кастайон у нас появилась, ей всякие тайминги пробовал вообще без них. Но самое лучшее это вот на 26 секунде, если она будет у нас ультовать, в плане выживаемости, так у меня получилось лучше. Также еще давайте посмотрим остальное снаряжение. У меня получается 120 точности вообще с запасом, тут можно и 50 сделать, но у нас сет дает столько, сколько в принципе вполне будет достаточно на первой воронке. У меня шина с этих кукольника, и так, по чуть по урону. Также, если у вас получается, вы крутили, допустим, Одиссею, да, и выбили сову, то можете попробовать ее вместо Зорока. Четверых ДД пока что не получится стоять, потому что для того, чтобы 4 ледяных взрыва стояли на воронке, во-первых, держит Соло их Филосия, ей нужно будет вот этот талант взять. То есть раньше, чем мы 70-й не апнем, мы даже и пробовать не сможем, мы будем просто умирать. Вот, и также на 70-м у ледяного взрыва мы будем брать вот этот талант 7, он на отхил. Получается 4 ледяных взрыва, стоит, сами хилятся, и Филосия тоже сама хилится. За счет этого они и живут. Но, опять-таки, надо 70 уровень. Так что пока что играем в 2 саппортов. Так, и кого еще не показал? Так, и Стайон вроде показывал, да? И Филосия. Просто что было там, как получилось, так сказать. Бронька на просвет упала, поэтому даже несмотря на то, что она вообще на атаку и шанс крит удара,
из этого сета. Поставил ее. Также получилось две части этого сета намутить, что мне дало немножко ускорения и немножко просвещенности дополнительной. Поэтому в общей сложности у меня почти 250 просвещенности. Довольно-таки неплохо. Таланты взял пока что вот эти. В принципе, особо вариантов-то других и нету на данный момент. И теперь перейдем к важным нюансам, с которыми вы по-любому столкнетесь. А именно то, что если вы просто оденете героев, так, знаете, так сказать, в лучший шмот, который есть, у вас будет такая ситуация, что всю воронку будет танчить билдель. Потому что Эстайон со своей пассивки крадет защиту и ОЗ у босса. Но опять-таки есть кап, да, 30%. То есть это не должно превышать 100% вот макс ОЗ героя, а защиты на 30% героя. Соответственно, это босс, у него капа какого-либо нету, да, ну, на хп, только на защиту. И у нас складывается такая ситуация, что у Билдель хп больше всех, просто куча, потому что у нее больше всего атаки. Если мы, ну, будем ее одевать прям зачетно, да, то, соответственно, у нее атаки будет больше, чем у всех. Соответственно, Стайон бафнет ее на хп. Из этого что следует, что сколько бы вы хп не дали на данный момент персонажам. Я, допустим, делал Филоси, я специально в хпшку разгонял на... ну вот, у меня столько и осталось. 42 тысячи хп, да? У Билдель 35. Что бы я ни делал, у меня в допах вообще нигде нету здесь, в шмотках хпшек. Танчит все равно она, потому что по факту у нее получается где-то 71 тысяча хп в бою, после того, как ее бафнет Эстайон. Соответственно, Филосия столько не смогу разогнать никаким образом. Что мы делаем? Как мы эту ситуацию решаем? Потому что белка очень рано будет падать, несмотря даже на такой буст хп, потому что она милишник, и она стоит на передней линии. То есть она будет получать боевым урон, вот этот, именно по линии. И еще и дополнительно урон, который именно на героя с максимальным хп. То есть она и как милишник получает урон, и как герой с максимум УЗ. Соответственно, белка такого натиска просто не выдержит в течение боя и умрет намного раньше, чем это можно, в принципе, сделать. Что делаю я в данной ситуации? Опять-таки, сегодня это все на стриме происходило, там люди писали, что мы только не пробовали, и вот там подписчик посоветовал попробовать сделать именно в моей ситуации вот так. Поставить на Зора Карган, просто чтобы бафнуть ему атаку. Можно было даже льдинку какую-нибудь поставить, неважно. Суть в чем, что мы Зороку делаем больше всего атаки. Получается, у него 2700, у Билдель 2600. Соответственно, если у вас билдель, допустим, там первый, второй, третий, либо вообще без пробуд, то это будет намного проще сделать, так как за счет пробуд у меня очень много атаки на ней. Каждая пробуда дает по 8%, в совокупности это 40. И четвертая пробуда тоже дает атаку. Если у вас белка без пробуд, у вас, скорее всего, эта проблема прям остро настолько не станет. И, допустим, в моем случае мне пришлось давать орган и сопротивление тоже выбрал в шмотках. Получается, у меня танчит вот этот скилл вообще зорок. Его баф это Стайон и боевой от босса ловит он. Но за счет сопротивления его, по описанию достаточно 50, но на билдере мне не хватало даже 80. Но 124 вполне хватает. Соответственно, мы что, стоим, Зороком все это вытанчиваем. Зорок стоит нормально, ничего не умирает, все у него хорошо. В самом конце, там уже, да, у меня билдель умерла, из-за того, что умер Зорок. Но, тем не менее, Зорок нормально оттанчил. Если у вас билдель с атакой поменьше, что мы делаем? Нам еще проще и по урону будет даже профитнее, да? Так как мы этим бафом бафнем еще и саму билдель. Арган-то на ней не работает. Тем более, видите, теряем всего лишь 300 с чем-то атаки. Мы берем и ставим просто ребра. Мы получаем еще и сопротивление и, соответственно, баф на урон. То есть для билдель это будет намного профит. Может быть, у вас за счет вещей получится так сделать, что у Зорока будет атаки именно больше, нежели у билдель именно намного. У меня именно за счет вещей не получилось так выехать. У меня, допустим, перчатка, да. Если бы она была рыжей, да, то у него было бы намного больше атаки, и, возможно, я бы тоже поставил бы ребра. Но у меня пока что по перчатке нету. Вот, может быть, завтра проблема решится. Шины не вариант забирать, потому что тогда я лишусь сета кукольника. Как вариант, конечно, можно на Зора, когда его перекинуть. Может быть, сегодня тоже попробую. Да, наверное, так и сделаем. Тоже хороший вариант. Сделать Зорока в залив, как это и было раньше, и сделать из шины ДД. Но у меня просто все упирается в перчатки, да, тогда ей придется на критурон давать. На критурон у меня тоже нормальных нету, если только какую-нибудь такую, почему бы и нет. Вот такая вот ситуация. Так, вроде как основные моменты разобрали. Кому что непонятно, пишите в комментариях. А так что, всем спасибо за просмотр. До скорых встреч. Всем пока.